Всем привет! С вами Jamslam Music и топ-5 фейковых альбомов. В этом ролике речь пойдет об альбомах-фейках, иными словами бутлегах, неофициальных релизах, которые в свое время воспринимались как официальные номерные альбомы исполнителей. Как правило, такие альбомы — это проделки беспощадных и изобретательных российских пиратов, чьи порой дикие компиляции распространялись по всему СНГ, а иногда и за пределы. Хочу отметить, что в обзоре представлены не просто пиратские альбомы или сборники, а откровенные фейки, которые благодаря пиратам большинству казались настоящими альбомами. В свое время довелось держать в руках множество различных носителей с неоднозначным содержанием. В основном это были дичайшие MP3 сборники, иногда номерные CD или всяческие Golden, Platinum или прочие коллекшн. Удивительные компиляции, где чудесным образом оказывались по соседству абсолютно несовместимые по жанрам исполнители. Встречались искаженные сет-листы, неправильные обложки, какие-то неожиданные бонусы или просто дерьмовое качество записи. Но речь сейчас немного о другом. На пятом месте альбом группы Prodigy The Cast Breeder. Пожалуй, самая известная пиратская подделка. The Cast Breeder вышел примерно в конце 1998 года и выглядел как настоящий релиз XL Recordings, но при детальном рассмотрении можно определить, что это вовсе не альбом знаменитой группы, он не имеет ничего общего с Prodigy, все треки взяты у группы Junkie XL в лице нидерландского музыканта и композитора Тома Холкенборга. И Lunatic Kelm, электронная группа из Британии. Предположительно, этот фейк был выпущен пиратами из России, но его можно было также встретить и в других странах. Диск, надо заметить, очень хорошо оформлен и качество звучания достаточно высокое. На первый взгляд это тот же забойный брейкбит, но сама музыка не обладает энергией The Prodigy. Очередной фейк, сбивший в свое время с толку отечественных меломанов, это альбом Clan группы Slipknot. Альбом Clan, появившийся на рынке в начале августа 2001 года, наделал много шума среди фенов. Многие приняли его за настоящий релиз Slipknot, содержавший неизданные и редкие песни группы. На самом деле это не что иное, как пиратская подделка, по неподтвержденным данным, изготовленная в России или Украине. У диска Clan, мягко говоря, не похожий на стиль оформления дисков Slipknot дизайн. Нет даже правильного логотипа группы. А на обратной стороне диска внизу можно увидеть надпись «By Василич», что уже о многом говорит. Разумеется, многих запутал трек-лист альбома. На самом деле он представляет собой смесь из известных песен Slipknot и малоизвестных песен других групп, которые многие приняли за настоящие песни Slipknot. Например, Fall, песня группы Finger Eleven под настоящим названием Suffocate. Look at Me. Песня группы Sepultura Look Away, только короче своего оригинала. Sucks. Песня группы KMFDM под таким же названием. Switch. Песня андерграундной нью-метал группы Stock 7 Switch. Остальные песни это анрелизы, ремиксы или песни из демо-альбома Made, Feed, Kill, Repeat, выпущенного 31 октября 1996 года тиражом 1000 копий. Поскольку данный альбом был выпущен ограниченным тиражом, многие фанаты занимаются активным поиском CD и пытаются его приобрести. Но вернемся к альбому-бутлегу Clan. Хоть альбом и обхитрил многих поклонников группы, за пределами СНГ об альбоме никто так и не услышал. У меня лично была MP3 пиратка, вмещающая этот альбом, и я помню, как думал, что песня Fall, она же Suffocate, группы Finger Eleven, это на самом деле песня Slipknot. Не знаю, чем я тогда слушал, но это правда. На третьем месте альбом-подделка знаменитой американской рэп-кор группы Limp Bizkit под названием Smelly Beaver, распространявшийся в 2010 году.
Альбом собран из неизданных песен с измененными оригинальными названиями, в основном 2003 года. В отличие от предыдущих бутлегов, этот полностью состоит из треков Limp Bizkit и не издавался на носителе, но в свое время наебал ни одного поклонника Мазафаки. Этот фейк был слит в сеть как никогда кстати, в то время, когда поклонники группы ждали новый альбом Gold Cobra. Отсюда каламбур с названием Smelly Beaver – вонючий бобер. Smelly Beaver выглядел как хороший подъеб, ответ изголодавшим фанатам, которые устали слушать обещания группы вот-вот выпустить альбом. К тому же обычный слушатель, недосконально знакомый с архивным материалом группы, мог принять альбом за чистую монету, так как песни из этого бутлега действительно хороши. Слил в сеть этот сборник некий Валера, известный русским фанатам Limp Bizkit как раз по такого рода фейковым новостям. На втором месте альбом Erection, выпущенный в 2003 году, якобы группой Linkin Park. Песни этого альбома исполняются не группой Linkin Park, а схожей по стилю и ныне несуществующей шведской группой Tribal Ink. Erection был создан на основе оригинального альбома Surrounded by Freaks. Пираты изменили оригинальные названия песен на такие как Erection, High, Penis in Y, чтобы диск лучше продавался, придумали оригинальную обложку. Этот альбом был в свое время у многих. Популярность Linkin Park и креативность российских пиратов сделали свое дело. Еще в детстве я лично держал в руках такую кассету, но довольно стрёмная обложка так и не позволила попросить послушать альбом у знакомого. Музыкальный материал довольно хорош и стилистически похож на Linkin Park, но все равно фанаты группы легко вычисляли подделку. Сейчас довольно часто можно встретить комментарии с благодарностью пиратам за знакомство с творчеством Tribal Ink. Но в 2003 году далеко не у всех был интернет, можно было подумать, что поменялся вокалист и принять релиз за чистую монету. Возможно, до сих пор существуют люди, считающие Erection лучшим альбомом Linkin Park, кто знает. И последний альбом в топе, просто находка для поднятия настроения. Совместный проект Linkin Park и корейского рэпера Psy, Gangnam Park, с альбомом Psy-Breed Theory. В описании к альбому в одной из соцсетей было изложено, что якобы альбом-подделка принадлежит Psy. Разумеется, это не так, авторство принадлежит неким Розалина Сама и Triple Q. Услышав впервые этот шедевр, я был озадачен мыслью, действительно ли это релиз рэпера Psy. Настолько качественно был замучен микс. Но вовремя одумавшись, я понял, что это слишком круто, чтобы быть правдой. Трек-лист альбома такой себе каламбур из переделанных оригинальных названий, например, песни Gangnam Cute, One Style Closer, Psy Myself и так далее. Ну и соответствующая обложка. А как вам такой коллаб? И хоть идея подобного мэшапа не нова и покажется кому-то до тупости нелепой, но согласитесь, это ведь чертовски весело. 나는 선어해 낮에는 너만
헤드샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey, 바로 너 hey, 아름다워 Вот таким был топ-5 фейковых альбомов, которые в свое время взбудоражили меломанов. Надеюсь, вам было интересно. Всем спасибо за просмотр, буду признателен за лайки, подписку или распространение ролика. До следующих видео. 묶어도 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한